Привет, ребята! Наше сегодняшнее видео будет посвящено маленьким червякам-кровососам, также известным как пиявки. Они способны жить как в воде, так и на суше. Иногда ползком с легкостью преодолевают значительные расстояния для того, чтобы попасть в другой водоем. Как вот, к примеру, это, бодро так ползает, но все же для жизни отдают предпочтение чистой воде. Плавают пиявки очень здорово, правда стараются тут же присосаться к чему-нибудь и перемещаются они, цепляясь попеременно то передней, то задней присоской. Передняя присоска отличается тем, что на ней расположен рот, имеющий форму логотипа Мерседеса, а питается пиявка исключительно кровью. Именно об этом аспекте мы сегодня и будем говорить. У тех пиявок, которые в нашем расположении, будет шикарный выбор для полноценной трапезы. В меню сегодня кровь наркомана, постоянно пьяного человека и заядлого курильщика. Но ожидаемо, когда мы стали искать участников эксперимента, никто не захотел добровольно цеплять на себя этого маленького кровососа, а насильно точно не наш метод. Поэтому задача будет состоять в том, чтобы накормить пиявок кровью, которую будем брать из вены. Но тут один важный момент. Все дело в том, что кровь сгущается буквально за 3 минуты. На примере свиной крови можно наблюдать, на что такое вообще будет похоже. Какое-то кровяное желе. Вот только пока не совсем понятно, сможет ли пиявка такое есть. Пора выяснять. Опускаем к ней воду, сгусток и смотрим. Сначала пиявка даже не замечала, что рядом есть что-то, что ей так нужно, и плавала себе в верхней части сосуда, пока сгусток просто лежал на дне. Но вскоре она таки спустилась вниз и стала, как нам показалось, пылесосить пол, аккуратно вбирая кровь из воды. Но на самом деле это всего лишь видимость. В действительности пиявка чувствует, что рядом вроде как есть кровь, но где ее источник и к чему тут присосаться, совершенно не ясно. В таком случае изменим условия и проверим, получится ли у пиявки перекусить на суше, точнее в чашке Петри. Сначала она просто ползала вокруг да около, пытаясь понять, где же находится кровь. Пиявка даже несколько раз залезла под само желейное образование, но все равно присосаться не получается. Попробуем еще один вариант, а именно заворачивание кровяного сгустка в марлю. И снова накрутится вокруг, но при этом упорно не хочет присасываться. Впрочем, один раз что-то подобное все же было, но пиявка задействовала заднюю присоску, не переднюю, на которой располагается рот. Поэтому было принято решение разбить сгустки, чтобы получить хоть немного жидкой крови. Вливаем субстанцию в чашку Петри и накрываем марлей, а сверху высаживаем пиявок и накрываем второй чашкой, пока не поедят, никуда не разойдутся. И надо же чудо, одна из 3 пиявок поняла, что вот она долгожданная еда. Пиявка присосалась и стала пить, пока остальные так и лазили в поисках. Все это действо продолжалось чуть больше часа. На таймлапсе отчетливо видно, как пиявка постепенно увеличивается в размерах. По ощущениям, червяк, наевшийся крови, визуально стал раза в 4 больше своих собратьев, которые по-прежнему придерживаются диеты. Существует мнение, что если наевшуюся пиявку бросить голодным, то те присосутся к ней и уже за ее счет пополнят свои запасы еды. Надо бы проверить, так ли это на самом деле. Запускаем пузатую к тощим и наблюдаем. Пока ничего не происходит, просто проводит время среди таких же. Даже несколько последующих часов наблюдения не дали никакого конкретного ответа на вопрос, так ли это на самом деле. А вот спустя сутки стало окончательно ясно, что миф остается мифом и пиявки так не делают. Итак, первой пиявке в плане качества крови повезло больше всех. Ей достанется кровь Вити, того самого человека, который не курит, алкоголь последний раз употреблял в сентябре и даже не знает, как правильно пишется наркотики. К тому же еще недавно он профессионально занимался спортом. Пиявка уже в полной готовности, так что присасываем. Прям видно, как она своей присоской прилипла к коже, и там внутри 3 резцами кромсает эпителий, чтобы добраться до свежей теплой крови. На данном этапе, когда пиявка уже приступила к процессу, можно вынимать пробирку. Теперь она сможет держать на присоске собственный вес, в крайнем случае воспользуется второй. Будто крапивой или иглой колят. Но сейчас не сильно больно. А что ты жмуришься, если не сильно больно? Все равно больно. Больнее с самого начала было, когда она вкалывалась в тебя, или да? Да. Больнее, чем сейчас? Да.
Прошло уже больше часа, этого должно было хватить для трапезы, поэтому самое время снимать пиявку. Кстати, пиявку ни в коем случае нельзя отрывать, подковыривать и проводить прочие механические воздействия. При таком раскладе в ранке останутся хитиновые зубы, которые могут стать причиной нагноения. Правильно поднести ватку с йодом, спиртом или посыпать солью. Как ни странно, но йодовый маркер никак не помог в плане отсоединения пиявки, поэтому ватку пришлось смачивать спиртом, это уже точно помогло. Теперь у Вити на шее будет знак Мерседеса, ведь именно такой и остается после пиявки. А еще после присасывания кровь долго не сворачивается, в данном случае она текла 8,5 часов. Пришлось Вите уже дома ходить с прокладкой на шее. Кстати, еще до трапезы мы взвесили пиявку и показания составили 1,5 грамма. Ну а уже последующее взвешивание показало, что она наела на 10,7 грамма. Вот это аппетит! Выходит, что пиявка стала тяжелее в 7 раз. Довольно мощный результат. Через 24 часа на память о пиявке остался такой вот след. Чтобы продолжить эксперимент, мы отправились на поиск человека, который употребляет много алкоголя. С этим, к слову, проблем не возникло абсолютно никаких. О, привет, братан. Как дела? Побухаю. Далее мы отправились к наркодиспансеру и договорились с человеком, который здесь проходит курс лечения. Он согласился предоставить нам немного своей кровушки. Из проведенных ранее опытов стало ясно, что в идеале пиявку нужно присасывать прямо к человеку, но если такой возможности нет, то забор крови для эксперимента будем проводить в ангаре. Для этого договорились с участниками эксперимента и выездной лабораторией. Естественно, все профессионально и в условиях полной стерильности. Зажимаем кулачок. Неплохо, нет? Может быть, дать на шатыря руку за вот так пальчик. Ага. Начнем с крови, которая принадлежит человеку, употребляющему наркотические вещества. Надо же, прошло каких-то 5 минут, а кровь уже свернулась. Не вся, конечно, но из пробирки вылилась с трудом, точнее даже вывалилась. Зато какая она красивая, прямо-таки насыщенного темно-красного цвета. Теперь накрываем чашку Петри марлей, слегка придавливаем и запускаем пиявку. Кровосос тут же присосался к марле, и даже видно, с какой жадностью пиявка заглатывает кровь. Надо же, все-таки пьет, а ведь у нас были некоторые сомнения на этот счет. Хотя, как нам кажется, уже на данном этапе видны отличия, вон как сильно пиявку скрутила. Да и пила она довольно недолго, буквально 10 минут. А затем вдруг решила прервать свою трапезу и свалить. Мы, разумеется, вернули ее обратно и накрыли сверху крышкой. А она барахтается внутри, но желание пить не выказывает. С другой стороны, может, еще будет. Прошло минут 30 и стало ясно, что больше пиявка от такой крови есть не станет. Ну что ж, берем емкость, клеим на дно кусочек скотча и подписываем, какая из пиявок будет жить в новом месте под нашим чутким наблюдением. А затем наполняем емкость водой и переселяем вампиреныша. Теперь переходим к крови человека, который регулярно употребляет алкоголь. Снимая параллельно сразу два варианта крови, мы делали все очень быстро, чтобы избежать ее свертывания. Тем не менее, уже спустя 10 минут после забора красная жидкость из пробирки вовсе не хотела вываливаться. В конечном итоге она просто выпала в чашку Петри в виде цельного желеобразного куска. Резонный вопрос, как пиявка должна пить такой вот холодец. Но когда мы надавили на брикет, он тут же лопнул и оттуда полилась красная жидкость. А значит, эксперимент все-таки состоится. Уже по накатанной схеме накрываем марлей и сверху высаживаем пиявку. Она незамедлительно присосалась к участку ткани и начала с аппетитом трапезничать. Несколько раз кровосос менял свое местоположение и с энтузиазмом принимался за новую зону. В целом процесс распития крови был крайне продолжительным. В какой-то момент пиявка даже прогрызла дыру в марле.
а затем попыталась растворить частички свернувшегося желе с помощью своей слюны, засунув в них голову. Одним словом, из всех вариантов крови, которые мы предлагали в чашке Петри через марлю, это вызвало наибольший ажиотаж. Главное, чтобы кровь с алкоголем не вызвала такое же привыкание. Прошло около часа, пиявка полностью насытилась, так что можно ее перекладывать в новый домик для дальнейших наблюдений. Слышали мы такую легенду, что если пиявка выпьет крови курящего человека, то сразу погибнет. Чтобы установить правдивость, мы и такую кровь раздобыли. Хоть и ушло на это 4 дня, ибо найти чисто курильщика оказалось той еще задачей. Как только мы опустили пиявку в чашку Петри, сразу стало понятно, она такое пить не хочет. Кровососу настолько не по нраву, что она просто сваливает. Несколько раз мы возвращали ее на место, но все попытки были тщетными. Может, она просто не голодная? Хотя странно, все-таки от крови отказывается. Ладно, закинем другую. Надо же, и это не пьет, а все так же старается свалить. Третья тоже все старается дать по пяткам, а вот кровь пить не желает. Да уж, на такой исход мы точно никак не рассчитывали. Даже кровь алкоголика была воспринята с большим энтузиазмом. Выглядит как повод задуматься любителям никотина, что на самом деле вы пускаете в свой организм. Кстати, пока мы находились в поиске крови заядлого курильщика, параллельно вели наблюдение за состоянием участников эксперимента, а наблюдать тут было зачем. Сразу же после трапезы пиявка, которая пила кровь Вити, прилегла отдохнуть. Вроде бы особых изменений с ней не происходит, а вот та, что с таким удовольствием пила кровь пьяного человека, стала какой-то беспокойной, принялась суетиться, выгибаться. Может быть, это просто на нее промилле так действует? В свою очередь, пиявка, которая выпила крови у человека, употребляющего наркотические вещества, и вовсе испытывает какие-то конвульсии. У нее даже пузырьки газа выходят изо рта. Кажется, ее поведение представляет собой наглядный пример всего видео, чтобы задуматься. Наблюдения продолжились на следующий день. Пиявку, которой пришлось переваривать кровь с наркотиками, уже попустила, и она ведет себя вполне нормально. Единственное, о чем стоит знать, на дне четко видно пятнышко крови. По всей видимости, она срыгнула, и состояние нормализовалось. Витина по-прежнему самая спокойная, а та пиявка, которая напилась алкогольной крови, беспокойная, куда-то лезет, все рвется в бой. Поведение прям как у большинства пьяных людей. Хотя, учитывая, сколько она ее выпила, то кровосос просто мог перебрать. Спустя неделю отличий в поведении пиявок обнаружено уже не было. Единственное, что стоит упомянуть, вода у той особи, которая пила кровь наркомана, сильно помутнела. По всей видимости, она не раз срыгивала кровь, и отсюда такой результат. А у Витиной пиявки и той, что пила кровь алкоголика, все в полном порядке. Главное, что все пиявки живы. Ребята, не забывайте этим видео поделиться с друзьями, у которых есть вредные привычки. Может, кто-то да задумается. Сегодня все, пока. Пока-пока.